Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я хочу вас познакомить с моей самой любимой выпечкой с детства. Это творожный пирог. Вот такой он красавец. Такой пирог пекла моя мама в моем детстве. Конечно, он был дрожжевой. Сейчас это пирог на закваске. И сегодня я поделюсь с вами этим рецептом. Я называла его в детстве творожный, потому что плохо еще выговаривала и все время требовала испечь творожный пирог. Сегодня мы с вами его повторим на пшеничной закваске. Если вы еще не умеете печь на закваске, самое время подписаться. У меня много рецептов и советов, как обращаться с заквасками и как научиться на них печь. Подписывайтесь на мой канал и приглашайте сюда друзей. Давайте приступать к творожному пирогу. Конечно, с детства этот пирог мама моя пекла в мое детство на дрожжах. Сегодня я сделаю рецепт на закваске. Нам понадобится пшеничная закваска 100% влажности на пике. Я ее возьму 130 граммов. Сейчас как раз она у меня на пике подъема, еще пока не опадает. 45 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла, плюс 30 граммов топленого. Если нет топленого, значит 100 граммов сливочного. Яйцо одно плюс 1 желток. Я делаю так специально, чтобы один белок оставить для начинки. 230 граммов молока. И возьмем муку высшего сорта. Не любите высший сорт, берите первый, второй, либо цельнозерновую, берите ту, которую любите. Да, и немного соли обязательно. Соль будем добавлять в конце, поэтому держите ее на виду. Замешивать буду в тестомесе кухонной машины. Если у вас нет такой машины, посмотрите мое видео о ручном замесе теста. Вливаем молоко. Добавляем 130 граммов закваски. Добавляем сахар. И от 550 до 580 граммов муки, смотря насколько влагоемкая у вас мука. Я примерно 570 граммов добавлю. Можно начинать замес. Начинаем замес на минимальной скорости, примерно 10-15 минут. Наблюдайте за замесом теста. Если вы видите, что тесто густое и тяжело справляться вашему миксеру, начинайте добавлять яйца, разболтайте их, чтобы они были более однородными, и вводите потихонечку. Когда влили все яйца, нужно дать тесту домеситься, дождитесь, чтобы оно замесилось до однородного состояния. Когда тесто у вас уже неплохо замесилось, начинайте вводить масло маленькими порциями и давайте ему вмеситься. Не добавляйте все масло сразу, иначе в тесте появятся комочки. Под конец замеса тесто у меня разделилось на два колобка отдельных. Вот они вращаются, ничего, сейчас замесится. Добавила последний кусочек масла и добавляю 5 граммов соли. Если у вас такая же история, тесто делится на два колобка, остановите замес, соедините их. Ну, сейчас я подожду, чтобы масло чуть-чуть вошло, и соединю. Ну все, тесто у меня полностью замесилось. На замес ушло примерно 20 минут. Скажу вам честно, руками может быть даже и быстрее. Все, нужно переложить в миску на брожение. Миску смазала подсолнечным маслом. Вытаскиваю тесто. Тесто замечательное. Смотрите, какое замесилось великолепно. Гладкое. Отправляем его на брожение. Накрываем крышкой. И тесто сдобное, оно любит тепло. Поищите место, где у вас хотя бы 25, можно до 28 градусов, чтобы оно побыстрее активировалось. Потому что жирное сдобное тесто, оно бродит медленнее, чем хлебное. Пока у меня подходит тесто, нужно подготовить начинку. Здесь у меня домашний творог. Его нужно протереть через сито. Берем ложку и протираем. И сразу обратите внимание, творог у вас сухой, либо влажный. Если влажный, может быть, потребуется пару столовых ложек манной крупы добавить. Но у меня творог сухой, хорошо отжатый, поэтому я ничего добавлять не буду, просто протираю. Творог я протерла. И теперь отдельно надо взбить белок. Белок у меня стоял при комнатной температуре. Добавляю к нему ванильный сахар. Здесь у меня 8 граммов. Можете использовать ваниль натуральную, если вы ее любите больше. И здесь у меня 100 граммов сахарной пудры. Часть всыпаю и начинаю взбивать. И в процессе взбивания постепенно подсыпаю сахарную пудру. И также с небольшими порциями продолжаю взбивать.
Взбила белок с сахаром до такой густой-густой пены. Можно пойти более простым путем и не взбивать. Можно просто взять яйцо, смешать с творогом и сахаром и получить такую классическую начинку. Но мне всегда не нравилось, что она придает влажности тесту. Она остается такой сыроватой. Перемешиваю взбитый белок с творогом и получается такая кремообразная начинка. То есть, по сути, такой творожный крем. Вернулась к тесту. Оно у меня бродило 3 часа. Я вижу, что оно довольно неплохо сейчас поднимается. Разделила тесто пополам. Сейчас я его округлю. Можно целиком использовать это тесто на пирог. Можно какую-то часть отложить и сделать, например, пирожки. Можно растянуть руками, можно раскатать. Очень классное нежное тесто. Пищит при раскатывании. Видите, сколько пузырей? Я надеюсь, вам видно. Берем форму и укладываем его в форму. И уже в форме можем распределить так, как мы хотим. Пока оставлю его так, оно у меня стягивается, убегает, раскатаю вторую часть теста. Берем нижнюю заготовку, берем начинку, поправляем нижнюю заготовку и выкладываем сюда начинку. Распределили начинку в форме. Стараемся делать ровный слой. Тесто я перевернула, потому что у него есть верх, есть у него низ. Не самой красивой стороной оно пойдет вовнутрь. Разложили тесто. Многовато теста, можно было обрезать. Ну ладно, я зато сделаю вот такие бортики. Будут толстоватые у меня края. Ну, не страшно. Как я уже сказала, можно обрезать лишнее тесто, но мне не захотелось готовить вторую начинку. Делать еще какой-то вид пирога или пирожков. Будет один пышный пирог. Делаем дырочку в середине обязательно. Дырочка нужна для выхода излишней влаги при выпечке. Все, дальше нужно накрыть полиэтиленовым пакетом либо пленкой и оставить на расстойке. Расстойку желательно проводить в тепле. Температура не меньше 25 градусов. У меня сейчас духовка еще теплая, порядка 30 градусов. Не, я сейчас поставлю и в остывающей духовке оставлю примерно на час-полтора. Посмотрим на пирог. Час 20 минут расстойки у меня прошел. Мне нравится, как он поднялся. Сейчас я его снова накрою пакетом и включу духовку на прогрев на 200 градусов. Пока разогревается духовка, сделаю крошку. Насыпаю немного муки, добавляю сахар. Все делаю на глаз. И нарезаю сюда кусочками сливочное масло. Масла не должно быть много. Дальше на ощупь, на ощущение смотрите, если вдруг крошки слишком крупные и жирные, вот такие большие хлопья, добавьте сахара и муки. Если вдруг крошки очень мелкие и у вас они рассыпаются, то добавьте немного масла. Ну вот у меня крупные хлопья, значит я добавляю муки. Таким нехитрым образом мы делаем посыпку. Когда мне было лет 5, а может быть и меньше, это была моя задача. Ну все, посыпка готова. Видите, какая крошка получилась. Ждем разогрева духовки и будем пирог печь. Пора смазывать пирог. Духовка разогрелась. Печь буду на 200 градусах, примерно около 40 минут. Здесь у меня яйцо, я его разболтала. И чуть-чуть молока. Это классическая такая смазка. Смазываем поверхность. Посыпаем крошкой. Если крошка осталась, бросьте ее в морозилку, она вам еще пригодится. Все, отправляю пирог на выпечку. Пирог готов, пекся он ровно 45 минут. Сейчас я вытащу его из формы и оставляю остывать на решетке. Смотрите, какой высокий получился. Мой любимый пирог из детства полностью остыл, высокий, пышный. Подозреваю, что многовато теста. Еще раз повторюсь, не захотела откладывать часть. Но я уверена, мы его и так съедим, даже с большим количеством теста. Посмотрим и попробуем. Режем. Режется очень мягко. Начинки было много. Такой добрый кусочек отрежу. Нож абсолютно не мокрый. Это значит, начинка хорошо запеклась. Ну да. Край у меня, конечно, великоват, но зато здесь большой слой начинки, то есть центральной части. Ну, а край толстоват. Тесто само по себе очень вкусное, поэтому ничего страшного в этом нет. Классно, вкусно. Ой, пахнет великолепно. Не хочу даже разрушать красоту.
Есть этот большой кусок сейчас не буду. Единственная корректировка, которую вы можете сделать под свой вкус, это в тесто положить больше сахара. Если вы планируете делать только сладкий пирог, вы можете больше сахара в 2 раза положить. Если вы планируете, например, делать это тесто на пирожки с капустой и творожный пирог, то оставляйте так, как есть. Ну а так, по-моему, замечательно. Повторите этот рецепт, напишите свои впечатления, отправляйте фото своих пирогов ко мне в Telegram, ссылка в описании. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал и зовите сюда своих друзей. Будем с вами печь и испечем еще много всего интересного.